чё, ребята, всем здорово. Именно с этого кадра начинается сегодня наш видос. Можно заметить, что у нас сегодня выпали осадки в виде дождя. И асфальт у нас влажный. Но проблема в другом. Мы выкатили прокатиться. Кстати, плюс появился. К этому мы сейчас еще вернемся. Давайте начнем с того, что, приехав к Сиере, я первым делом начал менять трос сцепления. Вот, поэтому смотрите какой-нибудь фрагмент, как все это происходило. Это то, что осталось от троса. Это шло под педалью, точнее на педаль. Ну все, новый трос на базе. Так все это заиграло. Сейчас еще надо будет закрутить колесо. Так вот мы все это дело ставили домкратом, подняли, снизу залезли и поставили. Вот что осталось от старого троса. Вот это все дело шло к педали, почему-то спаяло, порвало, короче, все это дело. А это все было около коробки, и поджато все это было вот такой вот гайкой зачем-то. Может быть, наконец-то контент пойдет нормальный, а не вот эта вся шляпа. Кстати, кому, может, артикул нужен вот на все вот это вот. Ну а теперь мы решили выкатиться, прокатиться. Выяснилось, что у нас лопнула клемма минусовая. Сейчас ближе подойдем, покажем. Вот что с ней произошло. Ну и в ходе этого у нас плохой контакт. Тут начало плавить сам аккум. Ну, короче, тут полная дичь начала происходить. Сразу извиняемся за такой формат внезапный, потому что мы забыли петличку и тому подобное. Короче, спонтанно начинаем весь этот движ. Сейчас, возможно, к нам подскочит помощь, и мы будем решать всю эту проблему. Так что давайте. Чекай расклад в мониторах Зуприм. Видим твой сон, но вряд ли мы спим. Чую нутром, но правит инстинкт. Это как выдавать так, будто горим. Это банда не Лондон, 40 больных. Слышишь отцы? Сам не пацы, алко и дым. И нас не то, чтоб много, просто между делом мы бы у тебя не поместились. Доля молодая тянет по каналам, тянет и как канал. Звоны бокалом, будто порталы. Утро кончится рано, ставлю на то, что вряд ли запомню большую часть всего карнавала. Скоро, как и прежде, сует вокруг лица акрабам. Это громада, подмаза, для всех закрыть ебало. Всех закрыть.
собственно, процесс замены вы видели. Там толстые провода, как, наверное, ну, мой палец стоит большой, только толще. Наверное, их там два таких. На минусе два таких, на плюсе, по-моему, там. Короче, не важно. Собственно, там даже были люди, которые дразнили меня, катали, пока мы стояли, чинились. Тоже этот фрагмент сейчас будет. В общем, пока мы всем этим занимались, уже асфальт подсох. Там вон сухо. Там асфальт сухой. Ну и что-то машина не ведет вторую. Давляка мало еще на жопе, надо качать нормально. Заниматься всем этим на сухую как-то не очень. Дождь вроде что-то капает, что-то есть, но нет ничего такого прям прогнозирующего дрифт. Какие-то фрагменты все равно будут или были. Вот. Что-то как-то мы, короче, проспали вспышку с лагодрифтом немного. It's so lovely when it's sunny. Ну, не знаю, может пятака тут покрутить на первый. Можно, наверное. Это максимум, что мы можем сделать. Проходить какие-то повороты, споты, это пока нереально. На первый не очень, на второй не хватает. Еще она, возможно, она может пойти на второй, но она упирается в отсечку и ничего из этого толком не получается. Отсечку как-то убирать, ну, ее можно, наверное, сдвинуть. Я думал уже об этом, потому что машина начинает набирать верха потихоньку. Нужна зима, короче, машина явно не для всех этих тем строилась. У нас еще мягкая жопа, поэтому зимой все это должно хорошо ехать. Но зима еще не так уж и близко. Кстати, еще. Решил я поставить еще себе диодные лампочки в габариты. Есть тут один нюанс. Теперь мы оперы. Что пугается? Короче, не знаю, зачем я это сделал, зачем мы поставили эти лампочки, но прикольно вот так ставить белый цвет, желтый. По приколу можно стробоскопы воткнуть. Наверное, это прикольно. Ладно, что сейчас можно тут покрутить немного. Тут
водопад, типа у меня в багажнике появляется. Ну, короче, как-то так заканчивается наш сегодняшний вечер. Я думаю, больше мы не будем мучить ни машину, ни нас, ни меня, ни оператора, ни окружающих. Вот. А то сейчас могут приехать эти всякие опера сине-красные и настучать по голове. Кстати, она прикольная, кидает ее прям хорошо. Хочу отметить, что толком на машине же мы не ездили. Собрали был влагодрифт. Потом зимой мы выкатывались, там печка не работала, тоже мы один раз выкатились всего за весь сезон, и все. Потом, это уже получается, еще потом сезон был прошлый, в том году. Тоже мы покатались, да, что-то какой-то контент был, мы крутили там пятаки, жгли резину, делали бернауты. В этом году как-то, не знаю, не особо у нас даже получалось летом выкатиться. По-моему, даже не было у нас толком ничего, никаких видосов летом. Да, там под капотом 100 плюс сил у нее. Да, есть чуваки на жигах, которые катаются 70 сил по сухому, по влаге. Но у этих типов дико зажата жопа. Нет толком никакого веса в машине. Та же жопа, она разгружена там. У многих нет сидений, у кого-то вообще багажник выпилен. То есть, чтобы этим всем заниматься, вот эта вся чертовщина, это надо, прям пилить, резать, что-то делать. Мы же изначально строимся на зиму, правильно? Поэтому что-то хотеть от нее летом немного тупо, поэтому будем ждать снег, либо опять влагу какую-нибудь, потому что по влаге все-таки она хорошо пошла, мне понравилось. Я отошел от темы, я изначально-то начал о чем. Мне понравилась рулежка сегодня, то есть она ставится, руки кидаешь, руль, как правильно сказать, в общем, выворачивает колеса так, как ему по кайфу, и все, ты просто его отлавливаешь руками дальше и контролируешь машину, в основном газом. Все равно по сухому с таким кастером не очень все это дело происходит. Надо зимой попробовать еще. Следующий видос, я думаю, интересно многим будет посмотреть, послушать, что именно с этой дурочкой было сделано, что по спекам, какие там пружины, туда-сюда, аморты, стойки и так далее. Поэтому, думаю, в следующем эпизоде мы займемся обзором именно не самой платформы Sierra, а именно моей машины, что было сделано мной и прошлыми владельцами. Список уже составлен, комплект написан, поэтому, думаю, многим будет интересно, как жиговодам, так и людям, которые тоже строят такие машины на зиму. Думаю, на этом можно и зафиналить. Такие вот следы получились не очень, да? Тут площадка, мы вообще, по сути, никому не мешаем. В тех домах даже никто не живет. Поблизости никакой живности особо нет. Что ж, мы будем направляться домой, готовиться к следующему эпизоду. Я думаю, такой темой мы больше заниматься особо не будем. Но если только, конечно, будет прям хороший дождь, тогда интересно, да, покататься. Она очень хорошо идет вторую по мокрому. Будем ждать зиму. Тачка у нас к зиме, в принципе, готова. Печка, техническое состояние. В общем, я думаю, все четко. Спасибо всем, кто досмотрел видос именно до этого фрагмента, потому что, не знаю, я бы, наверное, не стал смотреть такую дичь. Но это очень своеобразно. Следите, кстати, за моими соцсетями. Думаю, здесь сейчас выскочит QR телеги. Здесь QR не из-за грамма. Кому неудобно сканировать, ссылки будут в описании. Возможно, еще ники где-нибудь ниже оставлю там, здесь. Там тоже бывает контент. Даже вот с этого видоса, я думаю, сейчас залью туда контент. Какой-нибудь кружочек, да. Все, короче, давайте увидимся в следующем видосе. Всем спасибо, всем пока.